Есть страны, которые встречают тебя с распростертыми объятиями, а есть Австралия. И Австралия не из их числа. Австралия смотрит на тебя с нескрываемым интересом. Примерно так смотрят на человека, который в зоопарке перелезает через ограждение, чтобы погладить тигра. Первые европейцы, которые сюда приплыли, были каторжниками. Британская империя в своей бесконечной мудрости решила, что самое подходящее место для людей, которые что-то натворили, это континент на другом конце планеты, где все ядовито, все кусается и добраться обратно невозможно в принципе. Это была отнюдь не колонизация, а эксперимент по выживанию. Прошло 200 с лишним лет, а эксперимент и поныне продолжается. Просто теперь люди едут сюда добровольно, с чемоданами, мечтами и распечатанными списками лучших кофеен Мельбурна. Они читали статьи про высокий уровень жизни, про чистый воздух, про дружелюбных людей. И все это правда. Они просто не дочитали до конца. Там, где написано про змей. Климат. 4 сезона, и все они враждебные. Когда говорят об австралийском климате, обычно имеют в виду пляж, пальмы и вечное лето. Это примерно так же точно, как описывать Францию словами «багет», «берет» и «Эйфелева башня». Австралия – континент размером почти с Европу. У нее есть тропики на севере, умеренный климат на юге, пустыня посередине и горы, где зимой идет снег. Погода здесь не просто переменчива, она принципиальна. Пожалуй, начнем с пожаров. В Австралии есть 4 сезона – лето, осень, зима и пожары. Последний длится с октября по март и отличается от остальных тем, что в 2019 году за один такой сезон выгорело 18 миллионов гектаров. Это площадь Сирии, если что. Целиком. Австралийцы называют этот период Fire Season – пожарным сезоном. Звучит буднично, однако, прям как сезон дождей. Небо над Сиднеем тогда стало оранжевым. Не на закате, а в полдень. Люди фотографировали это и выкладывали в соцсети, потому что было красиво. Примерно так же красиво, как атомный взрыв на горизонте. Но пожарами климатическая фантазия Австралии не ограничивается. На севере свирепствуют циклоны. Регулярные, предсказуемые и от этого не менее разрушительные. Квинсленд и северная территория каждый сезон ждут их с покорностью, которую можно было бы назвать философской, если бы она не была просто усталостью. На востоке внезапные наводнения. В 2022 году Брисбен затопило дважды. Люди, которые переехали подальше от пожаров, обнаружили, что переехали поближе к наводнениям. Австралия в этом смысле честна в своей безжалостности. «Ха-ха, никуда ты от меня не денешься», — говорит она. Посередине континента пустыня. Она занимает примерно 70% континента. Туристы едут в Улуру, знаменитую красную скалу посреди ничего. Это красиво, и это также место, где летом температура достигает 50 градусов. И если у вас кончится вода, пиши пропало. Австралийцы относятся к своему климату с нежностью, которую можно объяснить только стокгольмским синдромом. «Зато у нас нет землетрясений», — говорят они. И это правда, зато есть все остальное. Фауна. Краткий путеводитель по тому, что отправит вас на тот свет. Вот факт, который обычно не включают в туристические буклеты. В Австралии обитает 21 из 25 самых ядовитых змей в мире. Самая ядовитая сухопутная змея на планете – австралийский тайпан. Одного укуса достаточно, чтобы уложить штабелями 100 человек. Или 3000 попугаев, если вам интереснее в таких единицах. Живет она в засушливых районах Центральной Австралии, и, по счастью, людей встречает редко. Но знаете, что хуже тайпана? То, что в Австралии есть еще 20 змей, которые тоже вошли в топ. Сетчатая коричневая змея. Вот кто реально опасен. Она живет везде. В садах, под домами, на фермах, на обочинах дорог. Она агрессивна, быстра и не нуждается в особом поводе для атаки. Каждый год несколько человек в Австралии она все-таки провожает на тот свет. Немного, скажете вы. Но не забывайте, что австралийцы об этом знают и ведут себя максимально осторожно. Представьте, сколько могло бы быть жертв, если бы они расслабились. Теперь про пауков. Все ведь любят пауков, правда? Сиднейский воронковый паук почти что самый грозный паук в мире.
Он живет, как нетрудно догадаться, в Сиднее, в садах, в бассейнах, под камнями. Он агрессивен, он умеет прыгать и он влагостойкий, то есть может выжидать вас в вашем бассейне несколько часов. Последнее обстоятельство кажется мне избыточным. Природе было недостаточно сделать его ядовитым и агрессивным, она сделала его еще и пловцом. Еще один красноспинный паук, родственник черной вдовы. Живет буквально везде – в садовых перчатках, под унитазными ободками, в обуви. Австралийцы перед тем, как надеть ботинки, встряхивают их. Это уже рефлекс, выработанный поколениями. Как у нас привычка закрыть дверь и дернуть ручку. Только у них пауки. Еще крокодилы. Их два вида. Морские крокодилы живут на севере страны и являются крупнейшими рептилиями на планете. Длина до 7 метров, вес до тонны. Характер ужасный. Они плавают в море, в реках, в эстуариях, иногда заходят на пляжи. Знаки «купаться запрещено» крокодилы на севере Австралии появились не от хорошей жизни. Утконос. Понятно, что утконос – это милое существо. Маленький, пушистый, с утиным клювом. Туристы его обожают. На него хочется смотреть и умиляться, а то и вовсе потискать. Но самец утконоса на задних лапах имеет шпоры с ядом. Яд не отправит вас в мир иной, но вызовет такую сильную боль, после которой необходима госпитализация. Обезболивающие не помогают. Единственное животное с птичьим клювом, лапами и хвостом бобра, которое несет яйца и при этом ядовито, это слишком. Природа явно переусердствовала. Австралия – единственная страна, где, выходя из дома, есть смысл мысленно попрощаться с близкими, на всякий случай. Флора. Когда даже деревья против вас. Большинство людей полагает, что растения – это безопасно. Большинство людей не бывало в Австралии. Познакомьтесь, гимпи-гимпи – дерево крапива из тропических лесов Квинсленда. На вид совершенно безобидное, широкие листья, почти декоративные. Туристы иногда тянутся к нему рукой. Это ошибка. Листья покрыты микроскопическими кремниевыми иглами. При контакте они впрыскивают нейротоксин, который вызывает боль, описываемую пострадавшими как одновременное воздействие кислоты, электрошока и того, что вас жгут раскаленным железом. Боль не отпускает часами, иногда днями. Один ученый, который случайно прикоснулся к листу и вытер лицо, был госпитализирован на несколько дней. Существует свидетельство, что лошади, объевшиеся этим растением, настолько теряли волю к жизни, что прыгали со скал. Это звучит как преувеличение. Это не преувеличение. Теперь об эвкалиптах. Эвкалипт – национальное дерево Австралии. Красиво, пахнет хорошо, коалы их обожают. Одна проблема – эвкалипт содержит масло, которое отменно горит. Эвкалиптовые леса во время пожара не просто горят, они взрываются. Масло испаряется в воздух, создает горючую взвесь, и тогда огонь распространяется со скоростью, при которой у людей не остается времени унести ноги. Это не лес, это живой склад топлива. Австралийцы знают это, они живут рядом с этими деревьями. Они сажают их в садах, потому что они красивы. Это либо принятие неизбежного, либо что-то более сложное, чему нет названия. Океан. Красиво снаружи, фатально внутри. Австралия окружена океаном, почти 60 тысяч километров береговой линии. Сиднейский оперный театр, Большой барьерный риф. Но давайте я снова расскажу вам о монстрах. Медуза-коробочка, она же морская оса, самое грозное морское существо на планете. Она прозрачна, ее почти не видно в воде. Ее щупальца достигают 3 метров в длину. При контакте яд может уложить человека на лопатки в течение нескольких минут. На пляжах севера Австралии с октября по май купаться фактически запрещено. Или купаются в специальных защитных костюмах, которые выглядят достаточно нелепо, чтобы напоминать, жизнь – это компромисс между красотой и выживанием. Синекольчатый осьминог размером с теннисный мяч. Красив. Синие кольца светятся, когда он раздражен. Один укус содержит яд, достаточный, чтобы свалить 26 взрослых. Противоядия не существует.
Единственный способ не откинуть копыта – искусственное дыхание до тех пор, пока яд не выветрится из организма, что занимает несколько часов. Да уж, это Австралия. Ну и, конечно же, акулы. Здесь они есть и отлично себя чувствуют. Белые акулы, тигровые акулы, тупорылые акулы – это я не ругаюсь, ее так и называют. Количество встреч с людьми одно из самых высоких в мире. При этом австралийцы серфят, плавают и занимаются дайвингом с таким спокойствием, которое или восхищает, или пугает, в зависимости от вашего темперамента. Австралийское море – это как очень красивая картина в музее, к которой нельзя подходить ближе, чем на метр. Смотреть – пожалуйста, трогать – на свой страх и риск. Штрафы. Государство как второй хищник. Природа в Австралии норовит вас завалить биологически. Государство норовит завалить финансово. Начнем с дорожных штрафов. Австралия – один из мировых лидеров по количеству камер видеонаблюдения на дорогах. Камеры фиксируют скорость, проезд на красный свет, непристегнутый ремень, использование телефона за рулем. Они стоят за кустами, на мостах, на прямых участках дорог, где нет никаких видимых причин для их наличия, кроме одной – вы забыли, что они здесь есть. Штраф за превышение скорости на 10 км в час около 300 австралийских долларов. За превышение на 30 км в час уже $1000 и потеря прав. За использование телефона за рулем до $1200 и минус 4 балла из 10 допустимых. Наберете 0, прощайтесь с правами на несколько месяцев. Но самое изящное – это штрафы за парковку. В Сиднее и Мельбурне инспекторы по парковке не ходят, они материализуются. Именно в тот момент, когда вы отошли на 2 минуты. Многие австралийцы уверены, что они просто всегда где-то рядом. Стоят и ждут. Штраф до $600. Терпение у них железное. Австралийцы рассказывают, что переехавшие из Европы люди за первый месяц стабильно получают 3 штрафа за парковку. Люди изучают правила, пересматривают маршруты, пересаживаются на общественный транспорт. Австралия делает тебя экологичным, говорят они. Без особой радости в голосе. Штрафы за мусор. Выбросить сигарету на улице – $300. Выбросить мусор из окна машины – до $500. Оставить мусор на природе – до нескольких тысяч. Австралия чиста. Это не случайность, это экономический стимул не нарушать законы. Штрафы за алкоголь. В некоторых штатах нельзя пить алкоголь в общественных местах, парках, пляжах. Выпить пиво на газоне в воскресный день – штраф. Привезти алкоголь в северную территорию сверх нормы – штраф. В некоторых районах действует полный сухой закон. Есть штраф за шум после определенного часа, за выгул собаки без поводка, за отсутствие намордника на определенных породах, за выброс пищевых отходов в обычный мусор вместо специального контейнера. В Австралии 3 мусорных ведра – для общего мусора, для переработки и для органических отходов. Перепутал – получи штраф. Штраф за неправильный развод. Это не шутка. В Австралии, если не уведомить соответствующие органы об изменении семейного статуса вовремя, это повлечет финансовые последствия. Государство следит за вашим личным статусом с той же бдительностью, с которой следит за вашей парковкой. Все это создает особое настроение. Не паранойю. Паранойя иррациональна. Скорее, постоянное фоновое осознание, что правила существуют, что их много, что они разные в разных штатах и что незнание закона в Австралии не освобождает от ответственности, ни морально, ни финансово. Австралийские юмористы говорят так: в Австралии природа пытается тебя прикончить, а правительство пытается тебя разорить. И как-то так получается, что оба не преуспевают полностью, но оба стараются. Это точно. Налоги и цены. Третий хищник. Предположим, вам удалось остаться в Австралии живым. Предположим, вы получили визу, нашли работу и сняли жилье. Поздравляю, теперь начинается следующий этап. Средняя цена дома в Сиднее около $1,5 миллиона австралийских долларов. Это чуть больше $1 миллиона американских. За дом, который не в центре, а просто дом. Сидней входит в топ-5 самых дорогих городов мира по соотношению цены на жилье к среднему доходу. Там, где в других странах люди откладывают на дом 10 лет, в Сиднее 20.
Если вы вообще умудритесь как-то копить, не тратя на аренду, еду и штрафы за парковку. Аренда. Однокомнатная квартира в Сиднее от $2500 в месяц. В Мельбурне чуть дешевле, в Брисбене тоже. Но чуть дешевле в контексте Австралии – это все еще дорого по любым другим меркам. Налог на товары и услуги 10% на большинство товаров. Продукты питания в основном освобождены, но если вы покупаете что-то готовое, налог есть. Это не катастрофа, это просто фон, в котором существуешь. Подоходный налог. Прогрессивный. Если зарабатываете от 45 тысяч до 120 тысяч долларов в год, ставка 32,5%. Плюс обязательный сбор на финансирование государственной системы здравоохранения – 2%. Итого треть уходит государству, в обмен на то, что государство потом выпишет вам штраф за парковку. Продукты. Кофе в кафе $5-6 за чашку. Это норма. Авокадо-тост, легендарное австралийское блюдо, над которым шутит весь мир, реально стоит до $25 в приличном заведении. Это не издевательство над туристами, и это уму непостижимо. Пиво в баре $15 за пинту. Бутылка вина в ресторане от 60. Обед в среднем ресторане на двоих $100-150 без алкоголя. Австралия выработала в своих жителях привычку считать деньги, да с таким усердием, которое в другом контексте считалось бы чрезмерной скупостью, а здесь здравым смыслом. Коммунальные услуги. Электричество в Австралии стоит дорого. Страна парадоксально является одним из мировых лидеров по возобновляемой энергетике и одновременно одной из самых дорогих по тарифам. Средний счет за электричество для семьи до $1000 в квартал. Это при том, что летом кондиционер просто физически необходим, не как комфорт, а как вопрос выживания. Медицина. Система Medicare покрывает многое, но не все. Визит к врачу частично компенсируется, а вот стоматология нет. Австралийская стоматология настолько дорога, что люди всерьез летят на лечение зубов в Таиланд или Индонезию. Перелет плюс лечение дешевле, чем лечение дома. Впрочем, ситуация, как и в Соединенных Штатах. Вы, наверное, слыхали эти истории. Бюрократия и виза – четвертый хищник. Предположим, вы услышали все вышеизложенное и все равно хотите в Австралию. То есть мне все еще не удалось вас отговорить от этой глупой затеи. Что ж, отлично, тогда вам нужна виза. Австралийская визовая система – это отдельный вид абстрактного садизма. Существует более 100 различных подклассов виз. Туристическая, рабочая, студенческая, региональная, спонсируемая работодателем, спонсируемая штатом, партнерская, родительская, виза для квалифицированных специалистов, виза для менее квалифицированных специалистов, виза для людей, готовых работать на ферме в Квинсленде, где 45 градусов жарищи и шныряющие кобры под каждым кустом. Чтобы получить австралийскую визу, нужно набрать баллы. За возраст, образование, язык, опыт работы – нужная сумма меняется от отбора к отбору, и угадать тут невозможно. Можно набрать достаточно и все равно ждать год, 2, 3. Рабочая виза выдается на 2-4 года и продлевается столько раз, сколько понадобится. Люди живут так десятилетиями, работают, платят налоги, растят детей и числятся временными. Родители, решившие приехать к таким детям, занимают очередь лет на 20. К финалу этой очереди некоторые из них уже не актуальны. Есть одно утешение – австралийские чиновники вежливы, очень вежливы. Они откажут вам с совершенно искренней улыбкой. Австралийцы вообще дружелюбны до раздражения. Солнце – молчаливый враг. О солнце говорят последним, потому что оно здесь всегда, и к защите от него уже как-то привыкаешь. Австралия находится под озоновой дырой. Это означает, что ультрафиолетовое излучение здесь выше, чем в большинстве других мест на планете. Ультрафиолетовый индекс летом регулярно достигает отметки 11-12. Все, что выше 3, уже риск. Выше 11 – чрезвычайно высокий риск. Категория, которая в официальных документах описывается лаконично. Незащищенная кожа обгорает за считанные минуты. Австралия занимает первое место в мире по заболеваемости меланомой. Есть национальная кампания, которая идет в Австралии с 1981 года. Sleep, Slop, Slap, Sick, Slide. Надень рубашку, намажь крем, надень шляпу, ищи тень, очки надень. Ее знают все.
Ее учат в школах. Австралийский ребенок с детства знает, солнце красивое и оно хочет его поджарить. Австралийцы рассказывают совершенно спокойно, что за 20 лет жизни в Квинсленде удаляют с кожи по 1,5 десятка образований. И говорят об этом с таким видом, с каким говорят о визитах к стоматологу. Плановое обслуживание, текущий ремонт. Австралийцы загорелые. Но не потому, что проводят время на солнце, а потому, что от солнца никуда не деться. Оно везде, оно постоянно. Оно светит в щели между занавесками в 5 утра. Оно нагревает руль машины до температуры, при которой нельзя держаться голыми руками. Оно превращает черный асфальт в нечто, по ощущениям напоминающее сковородку. «Мы живем с солнцем в состоянии вооруженного нейтралитета», — говорят они, и наносят крем тихо, не спеша, без суеты. Как в Советском Союзе. А люди все равно сюда едут. Мы уже узнали, что здесь есть змеи, пауки, крокодилы, медузы, пожары, наводнения, циклоны, солнце, штрафы, налоги, цены на жилье, бюрократия и деревья, которые причиняют боль. Это все правда. И вот что тоже правда. В Австралии живут 28 миллионов человек, и численность растет. Из них четверть – иммигранты. Люди, которые приехали из других стран, узнали все вышеизложенное и все равно остались. Коренные австралийцы, аборигены, живут на этом континенте уже давно, то есть выжить здесь можно. Просто нужно знать как. При этом Австралия стабильно входит в топ-10 стран мира по качеству жизни. Средняя продолжительность жизни 83 года. Змеи стараются, но люди не поддаются. Счет пока в пользу людей. Австралийцы об опасностях своей страны знают все. Рассказывают о них охотно, с удовольствием, почти с гордостью. Это единственная страна в мире, где туристический бренд негласно строится на том, что здесь все может тебя прикончить. И туристы едут. Потому что интересно, потому что хотят себя испытать. Надеюсь, вам понравилось это видео. А коли так, то ставьте лайк. А еще можете подписаться, за что буду премного благодарен. Всего вам наилучшего и до новых встреч. За сим откланиваюсь.